Распоряжением главы государства первым заместителем министра обороны и начальником Генерального штаба вооруженных сил назначен генерал-лейтенант Султан Камалетдинов. До нынешнего назначения генерал-лейтенант Султан Камалетдинов занимал должность заместителя министра обороны по воспитательной и идеологической работе. В соответствии с приглашением ООН с марта 2024 года планируется развертывание первого самостоятельного национального миротворческого контингента Казахстана в количестве 139 военнослужащих со своей военной техникой, вооружением и имуществом в качестве роты резерва в миссии силы ООН по наблюдению за разъединением на Голландских высотах. Будет заключен международный договор с Организацией Объединенных Наций, определяющий обязательства сторон, а также вопросы финансового и материально-технического обеспечения участия контингента в миссии. В составе контингента вместе с военнослужащими мужчинами будут выполнять миссию 7 женщин, из них 2 стрелка-санитара, 1 снайпер, 2 повара и 2 медицинских работника. В оборонном ведомстве под руководством министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова прошло расширенное совещание по основным мероприятиям подготовки и развития вооруженных сил Республики Казахстан в 2024 учебном году. Основные усилия в текущем году должны быть направлены на повышение качества боевой подготовки, боеготовности войск, морально-психологического климата в воинских коллективах и эффективности управленческих решений органов управления всех уровней. В Астане министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков встретился с президентом Казахстанской Федерации футбола Адлетом Барменкуловым. Собеседники выразили обоюдную заинтересованность в развитии отечественного армейского спорта. Силам специальных операций 2 года. По этому случаю в столичном национальном военно-патриотическом центре вооруженных сил состоялось торжественное собрание с участием министра обороны генерал-полковника Руслана Жаксылыкова. 19 января 2022 года указом президента страны было образовано командование сил специальных операций вооруженных сил Республики Казахстан. Сегодня силы специальных операций укомплектованы компетентными специалистами, оснащены современными образцами техники и вооружения. Принимаются меры по укреплению их учебно-материальной базы, предусматривающей строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры. В Абайском гарнизоне этого же числа состоялись мероприятия ко Дню офицера воспитательных структур. Учебно-методические сборы, научно-практическая конференция и торжественное собрание прошли в Семее на базе регионального командования «Восток». С Днем офицера воспитательных структур присутствующих поздравил начальник департамента воспитательной и идеологической работы полковник юстиции Тлеухан Басхужаев. По итогам сборов состоялась церемония награждения лучших офицеров медалью Ел-Коргане и почетными грамотами. 5 военнослужащим было присвоено воинское звание досрочно. Мероприятие завершилось праздничным концертом, состоявшимся в театре имени Абая. Профессиональный праздник на этой неделе отметили и инженеры вооруженных сил. За более чем 30-летнюю историю в вооруженных силах создана система органов управления инженерных войск. Возрос профессиональный уровень специалистов и кардинально изменилось их техническое оснащение. С прошлого года в инженерно-саперных войсках появилась минно-кинологическая служба. В войсковой части 53-975 в Алма-Атинской области и на аэродроме Хлебодаровка Военного института сил воздушной обороны в Актюбинской области проходят сборы летчиков армейской авиации по классной квалификации. В сборах приняли участие свыше 40 летчиков из разных регионов страны. Классная квалификация – это показатель уровня знаний, практических навыков и умений военного летчика качественно и в заданные нормативы времени выполнять определенный объем функциональных обязанностей. Военные летчики сдают ее на разных типах вертолетов, таких как Ми-8, Ми-17, Ми-35, Ми-171 и Еврокоптер ИС-145. Общественным объединением «Атамның аманаты» в Жамбулскую область для захоронения на родине были доставлены останки участников Великой Отечественной войны Кадырбека Даулеткулова. Торжественная церемония встречи останков воина-казахстанца была организована в военном секторе аэродрома города Тараз с соблюдением воинских ритуалов под сопровождением марша в исполнении военного оркестра. Останки солдата были подняты в ноябре 2023 года. Идентифицировать его смогли по данным вкладыша в медальоне. В ознаменование векового юбилея Героя Советского Союза Халық Кахармана, первого министра обороны независимого Казахстана, генерала армии Сагадата Нурмагомбетова, Государственный военно-исторический музей вооруженных сил организовал выездную выставку «Герой в сердцах народа». Первой площадкой для размещения уникальных экспонатов героя стал Центральный государственный музей Казахстана в Алма-Аты. Открытие выставки стало важным событием для посетителей музея, военнослужащих Алматинского регионального гарнизона, курсантов военных вузов и воспитанников детско-юношеского военно-патриотического движения «Жас Сарбаз».
Военнослужащий вооруженных сил завоевал золото на чемпионате Азии по стендовой стрельбе. В финале смешанного упражнения «Трап-микс» среди взрослых рядовой срочной службы Алишер Айсалбай выступал в паре с Марией Дмитриенко. В упорной борьбе казахстанские спортсмены набрали 140 очков. В столичном спорткомплексе «Аспан» прошел первый чемпионат вооруженных сил Республики Казахстан по настольному теннису в рамках 21-й спартакиады. В соревнованиях приняли участие 28 мужчин и 13 женщин в составе 14 команд видов вооруженных сил и родов войск. Соревнования прошли по олимпийской системе. Золото завоевала команда сил воздушной обороны, серебро – регионального командования «Юг», бронзу – региональное командование «Восток». Определены лучшие в личном зачете среди мужчин и женщин, а также названы победители в номинациях за лучшую технику и за волю к победе. По итогам чемпионата победители и призеры награждены грамотами и призами. В спортивном комплексе имени Жаксылыка Ишкемпирова в рамках 21-й спартакиады вооруженных сил по военно-прикладным видам спорта состоялся чемпионат по армейскому рукопашному бою среди военнослужащих регионального командования «Восток». В соревнованиях на кубок командующего войсками приняли участие около 150 военнослужащих спортсменов в составе 15 команд из Абайского, Усть-Каменогорского, Аягузского, Ушаральского и Жангостубинского гарнизонов. Чемпионы и призеры соревнований награждены медалями, грамотами и памятными подарками. Победители получили путевки на предстоящий чемпионат вооруженных сил. Также завершился чемпионат по зимнему президентскому многоборью в десантно-штурмовых войсках. Свыше 30 военнослужащих из 8 воинских частей состязались в стрельбе из пневматической винтовки, выполнении гимнастических и силовых упражнений, лыжной гонки на 3, 5 и 10 километров. В зимний этап президентского многоборья включены военно-прикладные виды спорта, развивающие навыки, необходимые десантникам в боевой подготовке. Оборонное ведомство подготовило проект нормативного правового акта о внесении изменений в некоторые приказы министра обороны Республики Казахстан. Проектом нормативного документа вносятся изменения и дополнения в приказы об утверждении правил государственной регистрации аэродромов государственной авиации и об утверждении инструкции о совместном использовании аэродромов, посадочных площадок, средств обеспечения и управления полетами государственной авиации Республики Казахстан. Редакционные правки и дополнения также внесены в проект НПА об утверждении правил эксплуатации аэродромов государственной авиации Республики Казахстан. Министерство обороны подготовило изменения в проект приказа руководителя оборонного ведомства об утверждении правил установления запретных для плавания и временно опасных для плавания районов. В нормативном правовом акте за нецелесообразностью исключаются обозначения плавучими предостерегательными знаками запретного для плавания района. С полным текстом проектов приказов можно ознакомиться на портале электронного правительства в разделе «Открытые НПА».